Он спал на грязной лавке в метро и думал, что жизнь кончена, а сегодня его состояние $40 миллионов. Чжи Сон. Актер, который сыграл 7 психопатов, чтобы не сойти с ума самому. Как бездомный бродяга стал королем Кореи и мужем самой желанной женщины страны. Сеул, конец 90-х. Парк Йоида. На скамейке, укрывшись старыми газетами, спит парень. Это не бродяга. Это будущий владелец $40 миллионов Чжи Сон. Но сейчас в его кармане пусто. Драма началась дома. Отец, строгий директор школы, поставил жесткий ультиматум: или ты становишься учителем, или ты мне не сын. Чжи Сон выбрал сцену и оказался на улице. Отец сдержал слово, вышвырнул его из дома, лишив денег и поддержки. Он выживал как мог. Ночевал на станциях метро, дрожа от холода. Днем пробирался на телеканал KBS, притворяясь рабочим, чтобы украсть сценарии и тайком учить роли в туалете. Он воровал еду, чтобы не упасть в голодный обморок. Самое страшное приходило ночью. Сидя на платформе под гул поездов, он смотрел на рельсы. Холод, нищета и тотальное одиночество ломали психику. Мысли «зачем жить, если я ошибка?» становились навязчивыми. Шагнуть под поезд казалось проще, чем терпеть еще один день унижений. Именно там, на дне, он умирал каждую ночь, чтобы позже с яростью воскресать на экране. Он не ждал шанса, он его украл. Чтобы пробиться в дебютный сериал «Кайст», Чжи Сон пошел на отчаянную ложь. Он выкрал сценарий, предназначенный для другого актера, и заявился на пробы, нагло соврав, что его пригласили. Сценаристка увидела в его глазах дикий голод и утвердила его. Затем грянул 2003 год. Дорама «Варбанк». Это был взрыв. Рейтинги под 50%, вся Корея сходит с ума. Чжи Сон мгновенно превращается из бродяги в суперзвезду. Деньги потекли рекой, фанаты не давали прохода. Казалось бы, живи и радуйся. Но внутри была черная дыра. Внешний блеск не лечил старые раны. Слава оказалась пустышкой. Вместо счастья пришла паника. А что, если завтра все исчезнет? Он чувствовал себя самозванцем. Чтобы заглушить тревогу и голос строгого отца в голове, Чжи Сон начал пить. Жестко. Каждый вечер он топил страх в алкоголе, пытаясь убежать от реальности. На экране он улыбался и играл героев, а дома, в пьяном угаре, снова чувствовал себя тем ничтожеством со скамейки в метро. Успех не спас его, он просто дал ему деньги на дорогую выпивку. На съемках «Ва-банка» он нашел не только славу, но и любовь. Пак Соль Ми. Они стали главной парой страны. Казалось, черная полоса позади. Но долг позвал. Армия. Для корейского актера это 2 года тюрьмы строгого режима, без связи, без съемок, без свободы. Он ушел служить, оставив любимую и карьеру на пике. И там, в закрытой казарме, он получил удар. Новости о разрыве. Пока он чистил сапоги и терпел армейскую муштру, его личная жизнь рушилась на первых полосах газет. Вся страна обсуждала, почему они расстались, а он не мог сказать ни слова в свою защиту. Он был заперт. Не мог вернуть ее, не мог оправдаться, не мог даже напиться с горя. Только сжимал кулаки и терпел шепот за спиной. Это было абсолютное бессилие мужчины, у которого отняли право голоса. Именно в армии он понял, надеяться можно только на себя. 2004. Съемки сериала «Оставь последний танец мне». Чжи Сон влюбляется, но слышит жесткое «нет». Ли Бо Йон ненавидит романы с коллегами. Для нее актеры – это фальшь и проблемы. И тогда Чжи Сон делает ход, который не укладывается в голове. Он говорит ей: «Если проблема в моей работе, я уйду. Я брошу все ради тебя». Вдумайтесь.
Парень, который спал на газетах и голодал ради сцены, готов в одну секунду уничтожить мечту всей жизни. Это были не просто слова, это была жертва. Лед тронулся. 7 лет они жили как шпионы. Свидания в тонированных машинах, встречи на парковках, вечный страх разоблачения. В 2013-м они поженились. Ли Бо Йон стала не просто женой. Она стала тем единственным человеком, ради которого стоило жить, когда хотелось умереть. 2015 год. Проект «Убей меня, исцели меня». Сценарий, от которого отказались все топ-звезды Кореи. Играть человека с 7 личностями считалось профессиональным самоубийством. Никто не верил, что один актер сможет удержать в голове 7 разных людей и не сойти с ума. Джи Сон принял вызов. Но самой страшной стала не роль девочки-подростка, бегающей в розовой форме, и не роль жестокого матча. Самым опасным был Ан Йо Соп, 17-летний парень, мечтающий о суициде. В сцене на крыше, когда этот персонаж готовился сделать шаг в пустоту, Джи Сон не играл. Он вспомнил все. Холодные ночи на скамейке в парке Йоида. Презрение отца. Голод. Одиночество. Он вытащил из глубины души ту самую тьму, которую прятал 20 лет, и отдал ее этому мальчику. Зрители замерли в ужасе. В глазах актера была не сценарная тоска, а настоящая, животная боль человека, который стоит на краю. Джи Сон признавался: «Я плакал не по сценарию. Я плакал, потому что хотел спасти этого ребенка внутри себя». Это был психологический ад. Месяцами он жил с чужими голосами в голове. Он терял голос от крика, терял сон от перенапряжения. Он балансировал на тонкой грани безумия. Когда режиссер кричал «снято», Джи Сон не мог успокоиться. Ему приходилось каждый вечер буквально убивать в себе эти личности, чтобы вернуться домой к жене настоящим человеком, а не осколком чужой жизни. Сегодня Джи Сон просыпается не от холода на лавке, а в роскошных апартаментах в самом сердце Каннама. Его состояние оценивается в $40 миллионов. Вдумайтесь в эту цифру. Тот самый парень, который воровал еду, чтобы выжить, теперь получает более $150 тысяч за одну серию. Он построил свою империю на чистом таланте. Никаких богатых родителей, никаких связей. Только кровь, пот и безумие. Каждая его слеза на экране оплачена чеком с 6 нулями. Он скупает элитную недвижимость, инвестирует в будущее, но главное его богатство не в банке. Главный трофей – это момент, когда он стоял на сцене, сжимая в руках Дэсан, высшую акторскую награду Кореи. Под светом софитов, под гром аплодисментов, он плакал. Не от счастья, а от того, что доказал всем, тому строгому отцу, который выгнал его из дома, тем режиссерам, которые не верили в него, и самому себе. Он победил. Теперь у него есть все, о чем он мечтал в те одинокие ночи в метро: любящая жена Ли Бо Йон, 2 прекрасных детей и признание всего мира. Он больше не играет чужие жизни, чтобы спрятаться от своей. Он живет своей собственной жизнью, жизнью победителя, который прошел через ад и вернулся королем. Джи Сон доказал: даже если ты спишь на газетах в метро и весь мир против тебя, ты можешь победить. Он превратил свою боль и одиночество в состояние в $40 миллионов. Его шрамы стали золотом. Если эта история вдохновила вас не сдаваться даже в самые темные времена, жмите лайк и подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, чью еще драматичную судьбу нам разобрать в следующем ролике. До встречи!